Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. И в этом видео мы с вами свяжем вот такое вот яйцо для маленькой уточки. Мастер-класс на саму уточку уже есть у меня здесь на канале, ссылочку найдете в описании под видео. Также в описании под видео я оставлю ссылки на мои соцсети. Подписывайтесь, добро пожаловать, как говорится, буду рада с вами там дружить. Также там вы можете присылать фотографии своих готовых работ, будет интересно посмотреть. И также в описании под видео я оставлю ссылочку на свой магазин Etsy, где вы сможете приобрести мастер-классы в PDF формате практически на все мои игрушки. Желаю вам творческого настроения и давайте начинать. Вот такое вот яйцо я буду вязать из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Это белый цвет номер 301, и нам понадобится 20 грамм этой пряжи на вот такое вот яйцо. Красота! Как обычно, видео для начинающих в правом верхнем углу в подсказках. Переходите, смотрите. Мы делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Крючок все тот же, номер 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку вяжем по 2 столбика без накида. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала, вязание выворачиваем. Следующий ряд 4 будем вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 24 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 5-й ряд, вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 30 столбиков без накида. И затем 3 ряда, 6, 7 и 8, нужно будет провязать по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вот так вот выглядит вязание. Это у нас верхняя часть яйца. Теперь мы будем делать вот это вот отверстие такое вот. Для этого мы сейчас набираем 20 воздушных петель. Это у нас начинается 9-й ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот смотрите, не перекручивайте ничего. Вот у нас 20 воздушных петель набрано. Теперь здесь отсчитываем 20 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И в 21 мы заходим и провязываем столбик без накида. Это 1, а вообще нам до конца ряда нужно 10 столбиков без накида провязать. Вот 1 мы провязали, еще 9 довязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 всего. Видите, ряд закончился, значит все правильно. То есть здесь у нас так, а вот здесь вот так вот, видите?
Вот так вот должно получиться. В следующем ряду, в 10-м, мы провязываем 20 столбиков без накида по воздушным петлям. Петельки не пропускайте, прям с первой начинаем провязывать 20 столбиков без накида по воздушным петлям и 10 столбиков без накида до конца ряда. А затем 11 и 12 ряд нужно будет просто провязать по 30 столбиков без накида уже. То есть ничего страшного, просто здесь вот сейчас в этом ряду повнимательней. Заходим в серединку петельки, пометьте себе маркером. И вяжем дальше. Так, это я вам показываю провязанный 10-й ряд, где я вязала 20 столбиков без накида по воздушным петлям и 10 столбиков без накида вот здесь вот. Видите, так сейчас выглядит вязание. И сейчас 2 ряда просто провязываем по 30 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 13 ряд. Будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка и так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. А затем 14 ряд провяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так 6 раз сделаем как раз до конца ряда. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Вяжем эти 2 ряда самостоятельно. Это я провязала. Вот такая вот красота получается. Дальше у нас 15 ряд. Вяжем 9 убавок подряд. Девять убавочек я сделала. Маркер уже можно убрать. Нам сейчас нужно отрезать ниточку, оставить тоже длинный такой хвостик около метра. Оставляем хвостик. Здесь ниточку вытягиваем. Это отверстие мы сейчас закроем. Здесь 9 петель у нас. Вот мы за передние стеночки хватаем каждую петельку и стягиваем это колечко. Просто вставляем ниточку в иголочку, заходим в каждую петельку за переднюю стеночку, протягиваем ниточку. Все, я протянула, и теперь аккуратненько вот так вот подтягиваем.
Подтягиваем, и отверстие у нас закрывается. Видите? Закрывается. Теперь я хочу... Вот, закрыла я отверстие. Теперь мне нужно пройти вот так вот по петелечкам, в каждый ряд захожу, протаскивая ниточку до этого места. Сейчас мы будем делать такую вот неровную, как будто разбитую скорлупу. Протягиваем, но здесь уже сильно не затягиваем, чтобы у нас ровненько все осталось. Вот так вот. Угу. Дошли мы сюда. Теперь берем крючок. Еще надо, наверное, сюда вытянуть. Вот здесь, чтобы мы оказались посерединке. Вот видите, вот здесь, чтобы мы оказались посерединке. И теперь обвяжем эту часть и эту. Вот ниточку вытянули сюда посерединке. Теперь хватаем ее, делаем петельку. Сюда нет. Следующую, значит, вытянули. Хватаем ее, делаем петельку. И начинаем вязать. Сделаем здесь 2 соединительных столбика. И теперь 2 воздушные петли. Дальше вяжем 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4 и 2 воздушные петли. Снова вяжем 4 соединительных столбика дальше. И 2 воздушные петли. Видите, я примерно буду делать через 4 соединительных столбика 2 воздушные петли, и у меня получается вот такая вот красота. Здесь по краям поменьше, видите? Давайте дальше пройдем. Заходим, делаем соединительный столбик 1, в следующую петельку 2, 3, 4, дальше 2 воздушные петли, соединительный столбик, 2, 3, 4, 2 воздушные петли, здесь соединительный столбик 1, 2, прямо обвязываем вот так вот, как идет вязание, даже в этих уголках, 3, 4 воздушных петельки 2, снова дальше идем 4 соединительных столбика, 2, 3, 4. А здесь мой вам совет, видите, ну, следите за тем моментом, чтобы у вас вот эти вот 2 воздушные петли были между этими 2, которые сверху. То есть примерно оно так и будет идти, но если вдруг чуть-чуть по-другому, то плюс-минус сделайте там, чтобы все было красиво. 3, 4. Вот видите, так прикладываете. Вот у нас будет такое яичко. Эти штучки сейчас разровняем. То есть просто здесь, в принципе, также вяжем. Вот сюда сейчас будем делать 2 воздушные петли. Снова дальше 4 соединительных столбика. Можете сделать 5 соединительных столбиков, если вам нужно, чтобы пришло куда нужно ваше вязание. То есть вы здесь просто смотрите, чтобы примерно, видите, вот так вот оно было. Оп. И красота. Так, 2 воздушные петли сделала. Дальше, значит, соединительные столбики делаем. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли и 1, 2, 3, так,
3, 4. Ну вот и все. Примерно так у нас и получится. Здесь ниточку обрезаем, вытягиваем ее. И можно протянуть, где моя иголочка. Вот я вставлю в иголочку. И протяну ее ниточку эту вот к этому хвостику нашему первому. Незаметненько, чтобы это все было аккуратно, сильно не стягивайте ничего. Тоже я захожу в каждый ряд вот таким образом. Ниточку протягиваю. И сюда вывожу. Здесь можно их связать между собой узелочком. Сейчас поближе еще подсоединю. Вот сюда вот поближе выведу. Здесь можно связать узелочком. Хвостики обрезать. И можно еще их обычной иголочкой с ниточкой здесь прошить, чтобы ничего не было видно. Разравниваем теперь. Вот это нижняя часть нашего яйца. Вот видите, то, что я говорила, если вязать, следить за тем, чтобы вот эти вот были у нас воздушные петельки, что мы провязывали именно между, то оно как будто закрывается. Видите, вот таким образом. Ну, плюс-минус. Потому что оно закрываться, в принципе, не будет. Сюда мы садим уточку. Садим уточку. В принципе, там можно и закрыть. Вот такое вот у нас, оп, яичко.